Всем привет! Это четвертый выпуск новостей искусства и культуры или что-то с Ярославной. Я Ярославна. И выдам сейчас вам базу. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк этому видео. Можете поставить прямо сейчас. Если не понравится видео, потом уберете. Это бесплатно. Оставляйте комментарии и к новостям. США вернули Египту 36 украденных артефактов. Среди них сосуд с изображением бога-защитника Беса, погребальная маска юноши, 24 рукописи на коптском и сирийском языках и расписанная гипсовая панель 18 династии, где-то примерно ей 3000 лет. Часть находок связана с делом покойного лондонского дилера Робина Саймса, которого в нулевых разоблачили как ключевого игрока в незаконном присвоении 135 артефактов на сумму более 58 миллионов долларов. Так он эти артефакты продавал американским музеям, и не только американским музеям, в 90-е. Но у конкретно этой истории хороший финал. Все предметы будут отреставрированы и выставлены в Египетском музее в Каире, в которую мы с вами очень хотим попасть. Обязательно пишите, если вы бы хотели отдельное видео про сокровища Робина Саймса. Пишите об этом в комментарии. Я буду очень рада в этой теме разобраться для вас поглубже. Помните, как в первом выпуске мы с вами обсуждали надувную скульптуру Алекса Декорта, лягушка Кермита на Вандомской площади? Я очень рада следующей новости, потому что смогу вам подсветить, что несмотря на то, что он классный художник, но первым в этой стезе он не был. Кто работает с надувными скульптурами помимо него? Кстати, с надувной архитектурой или скульптурами. Новость заключается в том, что до лета 2026 года в Женевском музее искусства и истории открыта надувная инсталляция Ханса Вальтера Мюллера. Художнику, на минуточку, 89 лет, и он пионер надувной архитектуры. Создал он новый объект для этого музея во внутреннем дворе. Если вдруг вы собираетесь в это время в Женеву, пожалуйста, не забудьте об этой истории, обязательно посетите, это очень интересно. Кстати, классный факт, художник действительно прям пионер, живет этой историей, живет архитектурой надувной, буквально, потому что он буквально живет в надувном доме. Одному ему самому известно, кайфует ли в глубине, в душе где-то там Том Фелтон, исполнитель роли Драко Малфоя в оригинальной серии фильмов о Гарри Поттере, от своего единственного амплуа человека из семьи Малфоя, не знаю, может быть и кайфует, надеюсь, что кайфует. Тем не менее, на Бродвее состоялась премьера «Гарри Поттер и проклятое дитя». Напомню, что эта пьеса, созданная в том числе Джоан Роулинг, там еще два автора, где сюжет строится уже вокруг Альбуса Поттера и Скорпиуса Малфоя, это сын Драко Малфоя. Значит, Альбус Поттер выбрал в качестве факультета не Гриффиндор, а Слизерин. Надеюсь, что кто-нибудь из вас обязательно посмотрит постановку и расскажет, как оно. Еще лучше, если вы ее посмотрите прямо на Бродвее и прям помашете Тому Феллону. Как у него фамилия правильно? Не знаю. Новость, которая страшит меня ужасно. Вышел первый тизер «Дьявол носит Прада 2». Честно могу сказать, что я сиквелу не верю. Мне кажется, что если изначально это не было запланировано, как, например, в том же «Гарри Поттере», очень редко, когда получается хорошо. Я даже вот, ну, если вы знаете такие вот сиквелы классные, пишите об этом в комментариях. Предлагаю ждать и надеяться, но я в основном буду надеяться на Стэнли Туччи и Эмили Блант, которые вызывают у меня наибольшее доверие среди, значит, актерской группы и вот состава людей, которые работают над фильмом. Новинка выйдет на большие экраны в мае следующего года. Хочется сказать, не прошло и 10 лет, но 10 лет прошли. Как Эрмитаж догадался, что вообще-то сайт — это основной инструмент продажи билетов, и пора бы его обновить. Начали они со шрифтов, все логично, мудро. Студия Type, абсолютно очевидный выбор в Санкт-Петербурге. Ребята создавали шрифты вообще для всех, кого вы знаете.
Создали для музея несколько версий современного, а главное читабельного шрифта. Новый шрифт появился уже на обновленной мобильной версии сайта. И вот вы представляете, в пресс-релизе они пишут о том, что, оказывается, люди-то вообще-то теперь покупают билеты в 80% случаев с телефонов. Сенсация! Я уже сайт потыкала и скажу, что молодцы, что логика наконец-то стала более user-friendly. Опущу, что почему-то количество пикселей в отступах разное, и это бросается в глаза. Теперь, в общем-то, что? Теперь будем ждать, когда Эрмитаж поделится своим инновационным опытом с французскими музеями, потому что купить билеты, например, в музей Дорсе, в музей Живерни — это просто какой-то невероятный квест. Итак, завершим четвертый выпуск новостью из моего любимого Шанхая. Открылась 15-я Шанхайская биеннале. Она проходит в музее Power Station of Art. На выставке под кураторством Китти Скотт представлено более 250 работ, 67 художников поучаствовали, 67 художников и коллективов. 30 произведений созданы специально для биеннале. Не только, кстати, в этом помещении проходит она, но и раскидана по разным галереям в городе Шанхай. Биеннале этого года особенная тема, которую, значит, у нее «Слышит ли цветок пчелу?» Такая философская тема. Она исследует различные формы интеллекта, человеческого и нечеловеческого. Концепция вдохновлена научными данными о том, что, например, растения, цветы способны не только реагировать на какие-то внешние сигналы, но в целом собирают информацию вокруг себя в любом случае. Выставка продлится до 31 мая 2026 года. Я в Китае мечтаю оказаться как можно скорее, но если вы счастливчик и вам это удалось, или, может быть, вы вообще живете в Китае, и вам до этой выставки просто дорога перейти, обязательно поделитесь вашими впечатлениями в комментариях. А мы этот выпуск заканчиваем, и мне хочется обязательно вас попросить, собственно, опять базу, поставить лайк, если вам это видео понравилось, дизлайк, если не понравилось, или на ютубе больше нет дизлайков. Подписаться на этот канал, оставить комментарий, подписаться на мой телеграм-канал, дождаться всего того, что я постоянно, значит, анонсирую, но я делаю просто очень медленно. Оставайтесь любопытными, ходите на выставки, смотрите спектакли. Кстати, в кино сходите на «Хищника». Получилось очень мило и неожиданно. Такой Марвел нулевых, Марвел начала. Вот такой там юмор. Мне все очень понравилось. Мы посмеялись от души. До следующей недели.